Здравствуйте, Марина. Спасибо большое, что вы пришли на интервью в рамках проекта «Жить, поддержим друг друга». Расскажите о себе, пожалуйста. Конечно, здравствуйте, Светлана. Николаева Марина, практикующий психолог, психотерапевт, социальный, не медицинский, акмеолог, коуч, тренер. Ну, собственно, Что такое акмеолог? акмеология занимается развитием вершины, достижением вершины своего потенциала и его реализацией. Онкология– это не ваша специализация, но несмотря на Не это вы моя. откликнулись. Да? У вас были пациенты, да, можно так сказать, клиенты, Клиенты, да. кто с этим сталкивался, с онкологией как заболеванием? Да, конечно, были. Не могу сказать, что они приходили именно с этой темой. Ну, как факт, да, это заболевание у них присутствовало, а с фоновыми они уже приходили ко мне трудностями. Отличаются чем-то эти пациенты от других? Я бы не сказала, что сильно отличаются. Это такие же люди, которые испытывают, мы можем сказать, что и при других заболеваниях, кроме онкологии, люди также могут испытывать и стресс, и тревожность, и печаль, и гнев, и прочие эмоции. И, конечно, это приводит, часто разделяет жизнь человека на до и после, как кажется. Проект «Жить, поддержим друг друга» подразумевался и задумывался как моральная поддержка пациентам. Что самое важное, что с точки зрения психологии, что нужно донести до онкобольных, на ваш взгляд? Я думаю, как в принципе я считаю своей миссией донесение информации о психогигиене. То есть, в принципе, заботе о своей психике как в здоровом состоянии, так и в состоянии заболевшего тела. И для того, чтобы это соблюдать, наша задача изучать способы самопомощи. То есть, когда не обязательно доходить сразу до психолога, это невозможно с ним за руку жить, да, все время рядом. И тут надо обладать знаниями, как помочь себе самостоятельно. Что сделать в моменте, что может мое тело, несмотря на то, что оно болеет, чем я могу себе помочь, как я могу пережить это. И основное, чем я занимаюсь, собственно, это обучение, общение со своим телом, со своими мыслями и коррекция в связи с этим своих действий во благо себе и окружающим. Если мы говорим об онкозаболеваниях, часто пациенты сталкиваются с одним вопросом: за что и почему я? Вот с точки зрения психолога, как правильнее ответить на этот вопрос? Есть ли вообще правильный ответ? Я думаю, отсутствует, конечно, правильный ответ. Часто я в ходе работы вообще вопрос «почему?» трансформирую, помогаю клиентам поменять фокус внимания на «зачем?». Потому что вопрос «почему?» он про прошлое. Прошлое уже случилось, это факт. Мы туда не вернемся, там изменить ничего не сможем. И тут, конечно, важно смотреть вперед. Как только человеку удается переместить фокус внимания вперед, зачем, под какую задачу мне это пришло и что я с этим буду делать. Вот тут вот меняется мышление, вот тут меняется отношение к своей болезни, к своей жизни, и появляются действия на созидание. Ну, кстати, очень интересно, на самом деле, зачем? Мгм. Скажите, пожалуйста, вот получается, человек сталкивается с неизлечимым заболеванием, он понимает, что шансов на излечение нет, но если мы говорим о четвертой стадии, и в какой-то момент, естественно и логично, возникает агрессия. И в первую очередь это агрессия к своим близким. Агрессия на самом деле направлена к себе. Но дело в том, что привычки, поведение, они склонны нас вести к отражению, да, то есть как-то я на себя же я не буду злиться, да, я буду это отражать на тех, кто рядом, конечно, и близким достается. И здесь большая работа по общению, налаживанию общения, коммуникации между близкими людьми заболевшего человека и им самим. То есть как им понять вообще, чем можно помочь, что можно говорить, чего лучше не говорить. Это все-таки индивидуально в каждом случае.
Да, мы слышали, что там не стоит говорить, там все хорошо будет и так далее. Люди ведь от своего страха начинают проговаривать стандартные фразы, которые, ну, обычно говорят в сложных ситуациях. Их никто не готовил профессионально быть родственником больного человека. Родственник больного человека, мне кажется, это отдельная какая-то функция на Земле, объективно, потому что им, наверное, иногда сложнее. Да. А, а что делать тем людям, которые узнают о заболевании, то есть это не родственники, да, вот это вот, ну, условно, вот знакомые, да, кто-то, и хочет помочь, но не знает, он не может подобрать слова. Вот что ему лучше, может быть, сделать в этой ситуации? Говорить про то, что чувствует человек. Это самая большая сложность и вместе с тем самое простое решение. Я испытываю тревогу, я хочу тебе помочь и не знаю как. Я могу быть рядом, я могу молчать, я могу говорить, ты только скажи. И моя подруга, которая заболела, собственно, и онкологией, она честно говорила, я не хочу, чтобы ты приезжала в данный период. Мне не нужны глаза полные сожаления и сочувствия. Я хочу прожить это сейчас сама. Потом мы встретились, потом она пережила этот этап, восстановилась. Сейчас все уже в спокойной стадии, дай бог, чтобы так и продолжалось. И вместе с тем она честно сказала, ну, мы коллеги, и уже на том уровне общались, когда она могла сказать, что сейчас мне вот это надо, а это не надо, ребят. Я, извините, буду сейчас заботиться не столько о вас, сколько о себе. И это даже для вас будет безопаснее, нежели вы приедете, я буду на вас срываться. Если мы говорим о пациентах, как лучше построить общение пациентам с теми людьми, которые переживают то же самое, или постараться меньше общаться с этими людьми и больше общаться, ну, условно скажем, со здоровыми? То есть общение с пациентами, близкими по заболеванию, оно больше помогает или мешает, с вашей точки зрения? Знаете, смотря с какими пациентами. Среди моих клиентов есть врач-онколог. И перед записью передачи я с ней созванивалась и вот уточняла некоторые моменты, особенности ее деятельности, что продуктивнее в работе с заболевшими людьми. И, конечно, здесь на первый план выходит отношение к жизни. Некая позиция жертвенного поведения, когда все вокруг виноватые, все вокруг плохо, и я бедный несчастный, и тот человечек складывает руки и ничего не делает. Если себя еще окружить в этот момент такими же людьми, то скорее это усложнит ситуацию. Вместе с тем очень много людей в авторской позиции, которые говорят, да, я принимаю факт, это случилось, что будем делать дальше? И тут не про позитивную психологию, это скорее вредно, а вот про конструктив, что мы будем делать, кто у меня есть, кто готов помогать, какие у меня есть ресурсы для того, чтобы это решать. И окружать себя такими же деятельными людьми, конечно, это будет легче двигаться. Если эти люди еще проходят похожую ситуацию, да, я думаю, что это полезно. Потому что, ну, опять же, по своему опыту, по общению мамы, я могу сказать так, что как только они начинают общаться с очень большим количеством пациентов, и в какой-то момент умирает один, умирает второй, умирает третий, это быстрее деструктив, чем позитив, вот объективно. Но при всем при том, сколько раз я общалась и с психологами, и с психотерапевтами, которые говорят, нет, вы все равно должны обеспечить тот круг общения пациенту, который он хочет. Если он хочет общаться вот со своими друзьями, там, условно, с которыми они вместе химиотерапию, допустим, проходили, да, пожалуйста, пускай общаются. Но вот по мне лучше немножко ограничить, конечно, если это действительно деструктив. Вот я еще раз повторюсь, да, что здесь Я полностью важно, согласна, кстати. кто из этих Да. людей и куда ведет родного человека. То есть если окружение, которое, допустим, проходит не лечение, а самолечение всевозможными странными способами, недоказанными. То есть я не отрицаю, что, возможно, есть какие-то немедикаментозные решения этого вопроса. Но это, по крайней мере, медикаментозные уже доказанно дают свои результаты.
И если эти люди уводят человека от решения вопроса, если они его загоняют в состояние, то есть сидят рядом и негативят, и вы видите, что ваш близкий человек также делает, ну, наверное, мягко стоит предложить другое окружение. Опять же, предложить. Не надо решать за человека, как ему жить, с кем ему общаться. Человек заболел, но он не стал инвалидом. Он не стал умственно отсталым, да, и не требует, чтобы за него принимали решения. Вот о глазах, которые полные сочувствия, жалости. На самом деле, я тоже в подтверждении, мы когда готовились, очень много пациентов отказывались от посещения, потому что им говорят, я сейчас после химиотерапии, я плохо выгляжу. Вот я выздоровлю, я к вам приду. И это факт, на самом деле, что они действительно в какой-то момент хотят вот это пережить, но так, чтобы их реально никто не трогал. Но при этом очень яркий пример был вот только что, да, до вас. Потрясающая и пациент, и врач, которая сказала о том, что да, я это пережила, но я готова двигаться дальше и готова дальше делиться этой информацией. И самое главное, делиться позитивом. И получается, что действительно человеку лучше побыть в какой-то момент одному. Есть книги, которые может посоветовать психолог, когда ты хочешь быть наедине с собой, но с другой стороны каким-то действительно все-таки хотя бы минимальным, но позитивом заразиться. Ну, вы знаете, приходит на ум, не помню точно название, «Куриный бульон», по-моему, называется, короткие рассказы про разные сложные жизненные ситуации, которые действительно написаны медиком, которые, с одной стороны, сложные, с другой стороны, очень душевные, теплые. Ну, это вот буквально то, что приходит на ум. Я думаю, что все-таки все сугубо индивидуально. Кому-то хорошо прямо уйти с головой в роман любовный и вообще перенестись в другую реальность. Кто-то любит фантастику. Там, ну, это не наверняка, что вот я сейчас дам список литературы, и он наверняка подойдет. Тут скорее, что согревает человека. И очень, кажется, полезно научиться слушать свое тело. Слушать свое тело, от чего мне хорошо, от чего мне хорошеет, да, то есть от чего мне, правда, вот становится тело расслабленным. Если я открываю книгу, читаю ее, и мне, правда, боль утихает, легче становится, настроение становится лучше, значит, это то. И на самом деле вокруг очень много таких вещей. Это может быть мягкий плед, это может быть какой-то фильм, это может быть какое-то растение, конкретный человек, какая-то поверхность, какие-то движения. Слушать себя, как откликается тело. Обычно тело подсказывает. То есть, когда мы говорим про чувства, это вот про то, что я ощущаю. И если мои ощущения становятся приятнее, надо эту копилку собирать, и она будет помогать в момент наедине с собой улучшить свое состояние. Каждый раз слушаю, и каждый раз мне хочется задать один вопрос. Чем онкопациенты каждой стадии отличаются друг от друга? Но я боюсь, что это очень сложный вопрос. И вообще я думаю, что это вопрос не ко мне, хотя у меня среди моих клиентов были разные клиенты в разной стадии. И в 4-й в том числе была женщина, которой муж, собственно, в 4-й стадии. Чем отличаются? Все-таки я думаю, что здесь подход к жизни. И он, если он был наработан до, ну тут человеку прям действительно, я бы сказала, повезло, да, то есть если подход к жизни деятельный был сформирован еще до диагноза, то да, конечно, проходить легче. Если человек в принципе по жизни привык находить виновных вокруг себя и не брать на себя ответственность, ничего не делать, ничего не менять, то проходить сложнее. Есть хорошая новость. Этому можно учиться на любой стадии заболевания. Серьезно? Да. И именно с этим я и работаю. Это эмоциональные тренировки, это работа с изменением своего мышления в сторону. Спасибо большое Николаю Ивановичу Козлову, моему профессору, который разработал Синтон-подход и прекрасную систему эмоциональных тренировок, называется она дистанция, которая формирует механизм
восстанавливает, я бы даже сказала, механизм саморегуляции. То есть когда человек может менять свое состояние, свое отношение к жизни и рулить свою жизнь туда, куда ему надо. У меня сейчас студенты, одна из групп, разрабатывает мобильное приложение. Несколько заболеваний мы выбирали, да, какая им ближе. Выбрали панические атаки. Но почему панические атаки? Говорит, их будет все больше и больше. Коронавирус, да, но рак в том числе тоже да, на самом деле. Люди действительно боятся. Люди боятся коронавируса, люди боятся онкологии. Если мы говорим о таких приложениях по медитации, вот с вашей точки зрения, что может достаточно быстро человека отвлечь от негатива? Музыка, там, я не знаю. Насколько я знаю, в США есть приложение с животными. То есть любимое животное каким-то образом живет, ну, условно, вне тебя, да, и ты периодически, когда тебе совсем плохо, ты можешь открыть это приложение и, собственно, посмотреть, отвлечься, быстро отвлечься. Вот как вы думаете, онкологических пациентов может что-то достаточно быстро отвлечь? Я думаю, что так же, как и любых других людей, допустим, панические атаки, это вообще особая моя тема, с которой я работаю. Постковид также, и в ряде случаев это действительно требуется умение, ну, скажем так, необходимость выработать привычку отвлекать себя, то есть от тревожного состояния здесь и сейчас. Опять же, все сугубо индивидуально, но аутогенные тренировки дают очень хорошие результаты. Что это такое? Это обычно от 10 до 20 минут примерно, когда человек сам себя вначале под аудиозапись полностью расслабляет, а потом собирает. Но уже заново из состояния снятых зажимов с тела. И собираем себя в ресурс. И выходим в бодром состоянии. И тут принимать окружающие ситуации становится легче. И когда тело отдохнувшее, даже при условии заболевания, то наше эмоциональное состояние легче править в нужную сторону. Соответственно, что будет помогать и расслаблять? Кого-то расслабляет музыка, кого-то тепло, кого-то пробежка. Да, и активная физическая нагрузка, тут ожидаемо, потому что любая физическая нагрузка снижает уровень гормона стресса. Соответственно, возможно, кто-то душевно, вот у меня есть клиент с паническими атаками, ему одна мысль о походе в горы и о том, что он с биноклем наблюдает за птицами, вот она его успокаивает уже в моменте. У него прекрасно развита визуализация, он может себе это представить, у кого-то аудиоканал лучше работает, и тем музыка будет доставлять больше радости и расслабления. Свою копилку, вот к чему я веду. Вернемся к онкологии. Пациент, так или иначе, рано или поздно, но при прочих равных он сталкивается с необходимостью операции. Перед операцией все испытывают тревожное состояние, абсолютно все. Тут, я даже не могу представить человека, который не испытывает тревожное состояние. Больше не о пациенте, потому что, действительно, это нужно пережить объективно, да, и каждый это переживает по-своему, а больше о близких, которые будут сидеть в течение этой операции, да, ждать результатов там и так. Как им лучше себя настроить, может быть, да, как лучше себя, я даже не знаю, как облегчить свое вот такое тревожное состояние. Скорая помощь. Недавно прочла прекрасную аббревиатуру, которую легко запомнить. В трудной ситуации поможет труд. Что под собой подразумевает труд? Это температура, то есть умыться холодной водой, приложить что-то холодное, в идеале принять контрастный душ, снизить температуру. Мы, снижая температуру, снижаем несколько давления, значит, снижаем тревожность. Расслабление, то есть это может быть поза удобная, максимально удобная поза, которую можно занять. Это может быть наоборот, прогулка спокойная, движение глаз, рассматривание мелких деталей снижает напряжение. Можно сложные архитектурные детали, может быть, это листочки, веточки конкретные.
Даже упражнение, любая физическая нагрузка, повторюсь, она позволяет выброс адреналина организовать, и за счет чего снижается уровень кортизола, гормона стресса. То есть попрыгать на месте, потопать, поприседать, отжиматься, быстрая ходьба, бег. То есть, для того, чтобы снизить кортизол и почувствовать хотя бы облегчение, реализацию вот этого гормона стресса, который деть некуда. Я сижу, у меня прет гормон стресса, и, при этом в идеале по законам природы я должна либо бежать, либо бить кого-то, и то, и другое в состоянии, когда мой близкий человек готовится к операции, не подходит. То есть нужно это сбросить. Любая физическая нагрузка очень хорошо подходит. И, конечно, дыхательные практики. Диафрагмальное дыхание, как говорит мой коллега, помогает от всего, главное дышать. И тут за счет чего? Когда мы снимаем спазм с диафрагмы, то есть как появляется состояние тревожности. Диафрагма спазмирует от того, что мы делаем, и вот этот вот спазм, диафрагма приподнимается, давит на легкие, сердце начинает работать с перебоем, и легкие поджимаются. И вот оно вам состояние тревожности. Наша задача тело в этом месте расслабить, снять спазм с диафрагмы. То есть первое, что мы делаем резкий выдох с наклоном вперед. И дальше спокойно дышим диафрагмой. Проверить легко. Рука на грудь, рука на живот. При вдохе животик надувается, сдувается. Соответственно, любой счет, который вы найдете в интернете, любая схема диафрагмального дыхания, она подходит. Самое простое квадратное дыхание на одинаковый счет 3-4 секунды, допустим. Это вдох, задержка, выдох, задержка дыхания. Помогает за счет того, что мы перемещаем фокус внимания от того, что происходит там, где мы ничего не можем сделать в данный момент, на то, на что мы можем повлиять. Например, дышать и считать. Чтобы это делать правильно, весь фокус внимания собирается. Что говорят пациенты? По крайней мере, то, что я слышала. Ему повезло, а мне не повезет. Я умру, потому что мне вообще по жизни не везет. Да. Боюсь, что каких-то нужных слов, наверное, не так сложно, не так быстро найти, не так легко найти. Но что сделать вот с такими невезунчиками, условно? Как их сделать везунчиками? Есть ли какой-то хотя бы удобный, минимально удобный способ? Как их настроить на позитив? Есть такое упражнение, 3 авторских ключа, опять же, из системы дистанция, которое, но к нему, конечно, нужно приучать себя. И вместе с тем, находя 3 плюса, что можно сейчас вот в этой патовой ситуации найти для себя 3 положительных момента. Что я могу, какие есть 3 плюса, и что я могу сделать прямо сейчас для себя. А уже потом думать, что делать дальше. Это не всем подойдет. Второй вариант для людей, которые к этому не готовы, я бы спросила, а что ты хочешь сейчас услышать такого, чтобы тебе стало хорошо? Очень хороший вопрос, кстати. Не надо брать на себя весь груз ответственности за то, что правильно сейчас сказать. Дайте возможность человеку поделиться, что тебе сейчас важно услышать. И, как правило, если человек не побоится, не промолчит, а скажет, то первое, что он скажет, это будет как раз то, что ему нужно. Если он скажет ничего, возьмите за руку человека, помолчите рядышком. Возможно, это лучшее решение. Часто, когда нам тяжело, нам советуют куда-то уехать, сменить обстановку. Всем, вне зависимости, да, от эмоционального состояния. Но вот я, например, по себе могу сказать, что сменить обстановку, вот в моем конкретном случае вообще не работает. Ты все равно с этими мыслями, какие бы они ни были, да, хорошие или плохие, но ты все равно вот в это погружен. Что сделать для врачей, которые работают с онкобольными? Они также погружены, им также тяжело. Мы слышали только что, да, онконастороженность. Что сделать, чтобы было легче врачам? Есть ли какой-то, я не знаю, сложный очень вопрос, я понимаю, какой-то прием, который позволяет, скажем, не проносить это через себя, насколько это возможно, конечно.
Возможность выговариваться в идеале, конечно. То есть психологов, благо, сейчас очень много, и платных, и бесплатных, и в электронном виде, то есть онлайн и оффлайн. То есть это совсем в идеале для того, чтобы не было выгорания. И, безусловно, даже приводя на своем примере, работая с людьми, которых, мне, откровенно говоря, правда, я им очень сочувствую. И иногда прям настолько, что я проваливаюсь в их ситуацию. Благо у меня есть супервизор, которым я могу поделиться. Но не всегда есть такая возможность. И тут простая техника чистой страницы, она прямо в спасение для ситуации здесь сейчас, когда вы берете 3 листа бумаги А4, ручку, и обычно это 20-25 минут уходит. Все, что в голове, то есть не думая о каких-то там правилах, пунктуации, орфографии, то есть о том, добрые это слова или злые, все, что есть в голове полностью. В какой-то момент наступает состояние, нет больше мыслей в голове. Все. И так и пишем, нет мыслей в голове. То есть пока 3 листа не закончатся, обычно 3-4 таких подобных предложений, появляется новая волна. И приходит ресурс. И появляются другие мысли. И механизм самосохранения, он работает. Мы выгружаем все, что тяжелого несем с собой, и наполняем себя воспоминаниями или какими-то идеями на будущее. И вообще, я бы сказала, вектор на будущее – это очень важно. Для врача, для родственника, для онкобольного человека вектор на будущее и что там, какой там смысл – это, наверное, самое главное во всей этой теме. Дальше можно их порвать, сжечь, максимально безопасно для себя и окружающих. Перечитывать не надо. Да, просто. Это гигиена мозга. То есть вы выгружаете и отпускаете. Что бы вы посоветовали в 2 словах, буквально, да, то есть очень коротко, тем людям, которые сочувствуют, но это не близкие, не врачи, не сами пациенты, случайные условно люди. Как им лучше поступать в той ситуации, когда они понимают, что они хотят помочь, но при этом они, правда, не могут найти ни нужных слов, ни нужных каких-то, может быть, правильных действий и так далее. Что таким людям можно посоветовать? Их много ведь. Да, конечно. Во-первых, давайте отделим спасательство, да, вот тут вот очень важно, и людей, которые, правда, хотят помочь, если есть такая возможность, то есть насильно не причинять добро. Это первая категория, да, вот, которая прям обращаю внимание, что без запроса не надо никому догонять и причинять добро. Если человек не просит, то есть напрашивается вывод, давайте сначала спросим, нужна ли помощь, могу ли я быть полезным и как. Это прям отдельный вопрос. Что касается людей, обычно я бы даже перевела этот вопрос, знаете, вот больше к самим заболевшим. Учить заболевших людей делиться информацией, чем им можно помочь. То есть прямо налаживать коммуникацию с внешним миром. Доносить информацию, что внешний мир готов помогать. И второе, сообщи как. Вокруг, как вот Екатерина рассказывала, вокруг очень много возможностей для помощи. Вернемся к вашему вопросу. Я думаю, что самое оптимальное – это вести себя естественно. Потому что человек, помимо того, что он заболел, он остался человеком, он остался профессионалом, он остался там, мамой, папой, какую-то еще роль несет на себе. И с одной стороны, не игнорировать, есть это заболевание, но не ставить его во главу угла. И я думаю, что сами заболевшие люди будут чувствовать себя комфортнее. Я не думаю, я знаю, по крайней мере, по тем, с кем я общалась, что они сами не стремятся поставить свою болезнь на всеобщее обозрение, сказать, давайте поговорим только об этом.
Мгм. Наверняка у них есть много разных интересов. Подтверждение слов. Одна онкопациент, сейчас она заболела, ну, ковид никого не оставляет равнодушным, к сожалению, в нашей стране. Я поразилась на самом деле, когда она сказала: вот завтра у меня работа, послезавтра у нее все расписано, и это 4-я стадия. Она выкарабкалась после ковида. Да, да, вот реальный пример. Она выкарабкалась после ковида, и она спрашивает: а когда у меня съемка? Я ее отложила, ну, чуть дальше, да, потому что, ну, думаю, ну как, ну вот сейчас вот, ну, нет, она хочет, она очень максимально оперативно отреагировала. Говорит: я была уверена, что сегодня будет. Я жалею, думаю, боже мой. Но это к вопросу естественности на самом деле. То есть для нее ничего не происходит в глобальном смысле, в хорошем смысле этого слова, да. То есть она продолжает жить нормальной человеческой жизнью, и это прекрасно. Это яркий пример как раз той самой авторской позиции, где она выбирает себя и выбирает жить, да. Я была удивлена, крайне удивлена на самом деле, правда. В ходе разработки очень много столкнулись с ресурсами, которые ведут онкопациенты. Что меня удивило, это ресурсы, где нет фотографий. То есть есть мегаполезная информация, информация об больницах, о хирургах, о врачах, которые помогали, информация там, не знаю, о диете, о побочных эффектах на лекарственные препараты, о том, какой у них опыт прохождения, там, условно, химиотерапии или еще какой-то лучевой терапии там, и так далее. Но у них нет фотографий. О чем это говорит? Они стесняются внешне, вот как бы того, как они выглядят, или они акцентируют внимание больше на информацию вот, с точки зрения психолога, больше на опыте, может быть, да, который у них есть. Я правильно поняла, что это та информация, которой делятся Да, 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 сами да, да, заболевшие? да, да. Онкоресурсы, их много на самом деле. Они просто без фотографий. Вообще ни в сторис, ни в постах, нигде. Нет личных фотографий, то есть нет лица. Ну, во-первых, вы знаете, я скажу так, что несмотря на популярность социальных сетей и множество фотографий, вообще-то выложить свои фотографии даже для обыкновенного среднестатистического человека – это некое преодоление. Вообще да. То есть не будем строить иллюзии и опять же возводить и отделять онкозаболевших от всех остальных. Это просто может быть как минимум человеческий фактор. Если при этом у них появляется некий комплекс сомнения, что может быть после химиотерапии, может быть в принципе человек выглядит не очень здорово и сам себе не нравится. То есть там ведь может быть ряд внутренних конфликтов и причин, по которым человек не готов делиться своими фотографиями и своим видео. Это вообще преодоление при любом раскладе. Как попасть к вам на прием? Легко записаться. В Инстаграме. В Инстаграм есть сайт, да, Синикма, и, собственно, пожалуйста. Сколько лет вы уже в профессии? М? Сколько лет вы в профессии? Более 16 лет веду частную практику, 20 лет влюблена в психологию, 3 высших образования, надеюсь, это не 3 финал. высших образования. Я уже не успею. Я уверена, что при желании можно успеть. А какое у вас образование? Первое образование – психолог, преподаватель психологии. Там же я прошла 2-годичный курс психотерапии, индивидуальный и групповой. Потом я закончила аспирантуру по направлению акмеология. И вот буквально этим летом я получила диплом у Николая Ивановича Козлова по направлению синтон-подход. Вот изучила еще одну ветвь. Отличается чем-то психологическое лечение, может быть, методики, если корректно это задаю этот вопрос, психологические методики в России и за рубежом? И насколько сильно, если они все-таки отличаются? Да, они отличаются. Мой первый декан, Кузовкин Виктор Владимирович, который сейчас пишет профстандарт для психотерапевтов, он, собственно, мы недавно беседовали, делал акцент, что разница есть в подаче материала, потому что разность менталитетов. И несмотря на то, что за рубежом, конечно, много замечательных техник, они все равно так или иначе в ходе практики адаптируются. Ну, по крайней мере, мной точно. Спасибо большое, что пришли.
Это бесценная информация. Абсолютно уверена, что информация, которая поможет людям. Вы делаете очень большое и важное дело. Спасибо большое. Благодарю. И это очень взаимно.